Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Как и обещал, проводим с вами диагностику на наличие негативного влияния. Прежде чем начнем, я хочу сделать ремарку и сказать, что если вы делаете сейчас чистки или недавно закончили чистки, период чисток, поставили защиту и так далее, то есть не делайте этих диагностик, пока не пройдет как минимум хотя бы 3 месяца, а то и полгода. То есть нужно, если вы делаете какие-то обряды, ритуалы, диагностики не проводите, это просто вы тратите время впустую. Поэтому если вы вдруг недавно почистились, даже онлайн, в принципе, лучше, возможно, это не нужно делать. Если вы в первый раз на диагностике на наличие негатива, да, тогда у вас будет какая-то, возможно, здесь и будет резонанс у вас, да. И вообще неважно, на каком вы канале находитесь, у меня или у кого-то, да. Если вы постоянно чиститесь, да, то вам нужно давать как минимум 3 месяца, а то и полгода. Для того, чтобы сегодня нам с вами продиагностироваться, вы загадайте, пожалуйста, цифру от 1 до 3, либо карту выберите сейчас. Карту диагностическую, да, то есть карту Кверента, да, вот таким образом. Карту вы выберете не из этих колод, которыми мы будем с вами диагностику делать, а вот отсюда вам. Вот эту карту вам надо выбрать, одну из 3. То есть, если вы не можете определиться с колодой, позиция 1, 2 или 3, я их еще перемешаю, эти колоды, подождите, не торопитесь, то выберите пока одну из 3 карт. Позиция 1, позиция 2, ну и позиция 3. Пока определяйтесь с картой, которая вот здесь. Потом я их пооткрываю вам. То есть, а я пока перетасую колоды. Это очень толстая колода здесь. Давайте мы даже вот так вот я вам показываю, перекидываю с места на место, да. Вот так где-то, да. Делаю, чтобы размешать эти карты, чтобы вы не подумали, что здесь что-то, да, намешано. Плохие карты в одну колоду, а хорошие в другую. Нет, здесь более-менее пропорционально будет раскидано. Плюс-минус, да. Вот. И хотел сказать, что чистки желательно делать на убывающую луну. Открытие дорог желательно делать на растущую луну. Отвязку желательно делать на убывающую луну. А защиту ставить на растущую. Давайте, вот эта колода, она пойдет вот сюда. Вот так. Вот эта колода, она пойдет, давайте я сейчас даже не знаю куда, потому что она тут и останется. Давайте она останется вот здесь, на второй вариант. А третий вариант у нас пойдет на первый, да, вот как бы. Просто поменялся третий и первый вариант местами. Вот так мы их перетасовали. Я специально вам показываю, что колоды все перетасованы при вас, да, то есть я их не заготавливаю. Итак, вариант номер 1, вариант номер 2, вариант номер 3. Теперь, если вы по рубашечке сигнификатора не можете, первый сигнификатор, он вот такой вот. Он отношения, да, или окружение. Поэтому, в принципе, вы можете ориентироваться больше, если у вас негатив, вы подозреваете, связан с отношениями или с вашим окружением. И это окружение, оно может быть и внешнее, да, вот на улице, да, в коллективе, и ближнее, да, это родственники или там муж, жена, там, да, вот такое дети. То вот эта карта, она подходит вам. Особенно подходит. Сколько выбирать сегодня позиций? Без разницы. Главное, чтобы вы услышали свое или не услышали вообще ничего, да. Вторая позиция — это змея. Смотрите, это негатив, который идет четко от кого? От женщины. Особенно если женщина агрессивная, неадекватная, ядовитая, токсичная. Особенно если она овен, лев и стрелец. В общем, если есть такая женщина, которую вы называете гадюка или гадина, да, или она шипит, или она на вас бросается, да, и если вы чувствуете, что есть реальная опасность, реальная угроза, да, вот тоже вам подойдет, когда вы чувствуете, что вам действительно этот негатив, который идет, он угрожает, окей? И третья позиция. И здесь, видите, выпал гроб. Гроб — это вообще карта очень проблемная. То есть, если у вас проблема постоянно повторяется, да, вот одна и та же проблема, или вы не можете выйти из череды каких-то проблем, да, то есть у вас может быть какая-то тупиковая ситуация, очень серьезная проблема с чем угодно, или особенно одна и та же проблема, одно и то же, вот. Особенно проблема одна, то есть, или у вас череда проблем, которые создают еще более худшую проблему, да. Гроб может часто говорить и вообще, может быть, кто-то умирает вокруг вас, да, есть такое, бывает, люди мрут, да, там родственники начинают умирать, и у вас начинается похожая, да, угроза, да, такое. Либо вас кто-то пообещал свести на нет, да, вот, допустим, соперник, соперница обещали, я тебя там
тебе, короче, капец. И вы это, особенно если вы это слышали, потому что рядом змея, и вы шипение этой вражины, да, скорее всего, услышали. Ну, здесь может быть враг как мужчина, так и женщина, да, в принципе. Если здесь женщина, здесь кто угодно, то тут мужчина и женщина, понимаете, да? Вот ориентируйтесь для себя. Хотя, опять-таки, ну, вы это можете брать и не брать. Можете просто вот, у вас такая ситуация, вы возьмете это, прослушаете, да, возьмете, перемешаете все. То есть здесь важно, чтобы вы выбрали так, как вам идет. Да? Ну, давайте начнем с первой позиции. Позиция номер 1. Мы делаем сегодня почакровые с вами расклады. Эта колода, она у меня тут дополнительная. Она лежит просто для того, чтобы мне помогать. То есть мы смотрим первое тело физическое, второе тело сексуальное, ваше энергетическое, третье тело волевое, четвертое тело сердечное, пятое тело у нас будет, ну, естественно, будхальное, да, то есть спилкувальное, да, то есть общительное. Шестое тело — это тело разума, да, больше уже. Ну и седьмое тело — это тело высших миров, да, или связи с высшими силами. Тонкое тело, астральное тело и так далее. Ну и по чакрам это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. По органам это физический скелет, да, мышцы. Это половые органы, это живот, печень, сердце, горло, щитовидка особенно, голова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, правильно. Ну и седьмая карта, ну давайте я ее вот так немножко сюда положу. Так, эта колода у нас уже уходит, она не повторяется, я ее ложу вот сюда на часы, нам больше она не нужна. Так, поехали. На физическом уровне у вас есть бесы. То есть, что такое бесы? Да, это темная энергия прямо на вас. Здесь может быть и психологические, психиатрические, ну психоэмоциональное состояние, не ахти. Ну, может быть и кладбищенская магия. То есть, если есть подозрение, то ну, карта не самая хорошая, точнее, да, одна из самых нехороших. То есть это может быть и темная магия, ну, особенно бесы, если одержимость у вас, возникают вспышки агрессии на кого-то, особенно в коллективе или на близкого человека. Вот здесь могут быть и подселенцы, в принципе, в вашем физическом теле, но нужно смотреть, что тут наверху. Вторая карта, здесь ислам. Здесь может быть магия на Коране, да, то есть вот такое замешанное на Коране, на исламе, да, вот восточная магия. Поэтому смотрите, если вы четко понимаете, что в вашем мире или окружении есть враг, который имеет отношение к исламу, Корану там, или каким-то восточным религиям, да, то здесь это может быть. Ну, восточная магия очень такая достаточно... Ну, всякая темная магия плохая, но она может быть и в вашем случае достаточно темной, да, но такой не очень хороший. Дальше есть зерно. Пока что мы это зерно толковать никак не будем. Здесь оно о продуктивности, но продуктивности воли. Мы посмотрим. Может быть какие-то расстройства, если вы женщина с менструальными циклами. Могут быть расстройства у вас, как у мужчины, с половыми моментами сексуальными. Да, вот, ну, например, слабость сперматозоидов. Тут рядом все это. Невозможность родить ребенка. Если вы, допустим, разошлись с женщиной, и она сказала: я тебя прокляну, или я тебя проклинаю, у тебя не будет ни секса, ни детей. Это такое может быть. Точно так же и для женщины, да, которая ушла: я тебя прокляну, не будет там, понимаете, да, то есть не мужчины и так далее. Дальше, что тут с сердцем у нас? С сердцем у нас хранитель. Защита у вас каким-то образом еще работает. То есть она сопротивляется вот этому всему. И, возможно, на высшем уровне у вас еще и все нормально. То есть у вас часть мира страдает, часть мира, ну, выдерживает пока что вот это, да, вот эти две карты как минимум. То есть оно может быть на начальной стадии у вас еще. Ну, здесь прорыв есть, здесь коммуникация, у вас могла быть ссора. Ссора, причем она возникла вот так вот легко, как вспышка, да, какая-то внезапная ссора. Вы, может быть, даже и жалеете, что у вас с этим человеком, да, вот так произошло. Вот. Но прорыв, он может еще и говорить о работе на вас, пробиванием энергии, да, и, ну, как бы она может быть у вас и пробой, может быть и на пятой чакре, может быть где-то внизу, вот здесь особенно. Замок. Ну, здесь по замку у вас как будто бы закрыто что-то, вы чего-то не понимаете, это непонимание. Проблема может быть у вас, вы пробуете решить одну и ту же проблему разными способами. У вас может быть закрыта дорога
к успеху, в том числе рождению детей, в том числе и встрече с мужчиной, женщиной. Для плодотворных союзов у вас могут быть проблемы и закрытые дороги. И вы пытаетесь пройти, но вам мешают. Также могут мешать, если есть, например, мужчина или женщина, ну, отношения, и кто-то против этих отношений. Ну, особенно из родителей. Просто закрывают вам дорогу, закрывают вам путь к этому партнеру, к мужчине или к женщине. Ну и здесь крадник еще, да, то есть это как минимум идет, ну, это вид уже магии, поэтому здесь может быть крадник, могут быть бесы-подселенцы, может быть вид магии восточный, исламский и любой другой, ближневосточный, да. Ну, так называемая восточная магия. Вот. И как минимум здесь вот мотивы именно отношения, где не дают, закрывают дорогу к партнеру, к партнерше, к результату из-за отношений, из-за того, что кто-то не хочет, чтобы вы были вместе счастливы. Давайте я еще пару уточняющих карт для себя положу, и вам, может быть, какая-то информация пойдет дополнительная. Да, здесь крадник мы положим. Причем крадник, смотрите, ворует у вас энергию. Энергию именно ворует. Смотрите, у вас крадник падает на высший мир, на 7-ю чакру. То есть здесь на уровне там астрала, да, есть крадник. Ну, соответственно, вот крадник и бесы, видите, они, вот эти две карты, они как бы пересекаются, да, это круг. И вот эта карта, она граничит с этой картой. Ну, вот так вот они выпадают, условно говоря, да. 1-я и 7-я чакра, то есть замкнутый цикл. То есть, соответственно, крадник порождает бесов, ну, а бесы уже подворовывают крадник. То есть здесь замкнутый круг. По идее, ну, давно ли это началось? Я думаю, что все-таки то, что я чувствую здесь, да, из того потока, это началось недавно. Но развивается оно достаточно стремительно. Ну, как давно это могло произойти? Это могло произойти в течение года, ну, максимум 2, не больше 3 лет назад это началось. Ну, может быть и так в течение года началось, потому что здесь один всего цикл я вижу, ну, такой. Больше о циклах практически ничего не говорит. Может быть, прошлой весной, летом, например, да, или осенью вот началось. То есть, короче, это недавно. Ну, до 3 лет. Не больше 3 лет или вот осенью, весной. Летом, осенью, весной. Вот. Могут, кстати, сниться кошмарные сны. Вот. А может вообще ничего не снится, вообще голова. И такое трудности в передвижении, трудности в решении задач, головные боли. Да, и печеночные коли тут тоже могут быть. Печенки здесь, в принципе, жито. Ну, жито, семя это масло. Масло всегда чистит печень, поэтому при чистке печени поджелудочной, и особенно желчного, когда гоняете желчь, то, ну, может быть болезненное ощущение. Сейчас посмотрим, что с бесами, с вашими. Сейчас проверим вот эти все кризисные карты. Что с бесами? Ну, бесы у вас идут через какое-то животное, фамильяр вообще идет. Но здесь, вот знаете, у меня такое ощущение, что этот фамильяр — это ваш кот или какое-то животное, или ангел-хранитель. Поэтому вот у вас и идет сопротивление. То есть ваш организм сопротивляется пока что. То есть фаталити, да, то есть фатально ваша энергия, она не разрушена до сих пор. Ну, по сегодняшний день. Да, она быстро деградирует, но есть какая-то сила. Может быть кот, может быть собака, может быть оберег-амулет, но держит пока что. То есть, да, вот видите, и метла здесь есть. Ну, он гонит как бы этого беса. Может сниться вам, что кто-то что-то отгоняет от вас, что-то плохое. Может быть, ну, оттолкнемся от кота, а там может быть любое животное. Ворон, ну, тут без разницы. Какой-то кот хранит вас. Хорошо, дальше. Дальше идем. Ну, желательно это убирать, метла и кот, ну, желательно прибирать эту ерунду. Да, ангел-хранитель, вам везет. Вот то, почему вы еще видите это видео и, ну, как бы живы, но не очень здоровы. Вот он. И вот ангел-хранитель, видите, написано. И вот он хранитель. То, что я говорю, и вот он хранитель. У вас очень сильный фамильяр. Да, это может быть птица, вот она. Вот. А это может быть птица, голубь, это может быть попугай ваш. Вот, ну, может быть даже аквариумная рыбка, не знаю, то есть есть какое-то животное, может быть какой-то хомяк там, не знаю. Ну, проявляется во всяком случае здесь кот четко, птица есть, да, рыбка аквариумная, она может быть и здесь. Хорошо, это сюда, то есть вашу восточную магию, там на Коране она или на чем еще угодно настоянная, да,
Но это может быть и не Коран, не обязательно. То есть я имею в виду, что это восточная магия, она закрывается птицей и фамильяром. Окей, то есть пытаются пробить, но пока шкодят, вот подбираются к вам, да. Давайте посмотрим здесь. Здесь еще может быть сглаз, поэтому ваши дороги, они прикрыты. Ваше понимание, куда идти, оно прикрыто. Скажу еще вам, здесь могли резать ваши фотографии, то, что я чувствую. И у вас может ухудшиться просто зрение. Буквы И, буква Н и буква Й. Н, Й, Ни, да, вот Ин, вот такое что-то пока идет. Что на кратнике у вас? Давайте еще дополнительно. То есть, по сути, замок закрывает понимание видения дороги с глаз, да, тоже может быть вид порчи. Могут долбать вас призраки, причем призраки, опять идет фамильяр, идет собака и кошка. То есть у вас фамильяры вас хранят от призрака вот этих, смотрите. Поэтому действительно у вас, я не знаю, благодарите своих ангелов-хранителей. И вообще вам вашу защиту надо усиливать, ее нужно подкармливать. Как вы это будете делать? Ну, тут уже ваша техника, не знаю, то ли это будут установки защиты, то ли вы будете прорабатывать фамильяры, то ли вы будете комплексно подходить, или это будет какая-то психологическая проработка, не знаю, то вам решать. Я здесь никаких сейчас рекомендаций не буду давать, потому что оно индивидуально. Но подкармливать свои фамильяры и своего ангела-хранителя, ну, я вам так скажу, вашему ангелу-хранителю еще и памятник надо поставить при жизни. Ну, то есть вам, да, то есть вам как носителю этого ангела-хранителя. Ну и давайте еще подсказки, да. Тут буква Е появляется. Е появляется. Пока что я вижу слово иней. Может быть озноб у вас. По идее, вам должен быть знак очень скоро. Должен быть знак от какого-то важного человека. От какого-то важного человека. Может ли этот враг ваш быть важным человеком? Ну, может быть. И буква С еще здесь играет какую-то роль. Может быть латинская, может быть славянская, да. Сейчас посмотрим еще прорывчик, с чем связан. Да, отворот, видите, здесь идет. И отворот идет на уровне горла. Я вам так скажу, кто-то не хочет, чтобы вы были вместе. Видите, руки тянутся, а оно отворотом идет. И тут как будто бы разные берега прямо идут, открываются. И эти разные берега, вы просто по разным берегам. Вас разъединяют в отношениях просто. С любимым человеком или с человеком, которому, ну там с детьми, например. Да, вот это вот тоже может идти. То есть, ну не обязательно там муж, жена, да, или любимый, любовник, любовница. Могут быть дети, родственники, мама, папа. Вот. Здесь по кратнику могли вас украсть из чужой семьи, кстати. Ну такое. Или вы живете не свою судьбу. Могли украсть судьбу, кстати, здесь тоже. Ну о судьбе здесь вряд ли, но учитывая то, что здесь ислам, да, может быть, ну как не потому, что ислам, да, не потому, а вообще, что религиозное что-то, да. Ну и видите, ангел-хранитель здесь все-таки... Есть пентаграмма с одной стороны, с другой стороны она перевернута, карта пустая, да, то есть тут ангел-хранитель вытягивает вас и делает за вас пока что всю работу. Значит, смотрите, здесь негатив есть. Он основан на том, что вас хотят разъединить с близким человеком, с семьей, с любимым или с любимой, с мужчиной, женщиной, без разницы. Могут разъединять с детьми. Как минимум здесь есть сглаз из самого простого. Могут быть подселенцы, бесы, пробитая энергия, крадник тут есть. Вот, и есть отвороты, где вас, ну, как бы отталкивают один от другого. Да? Вы теряете ориентиры, плохое тут зрение, плохое понимание, куда идти, и закрытые дороги. Могут быть проблемы с оплодотворением и осеменением. Да? Ну, как для женщины оплодотвориться, с менструальными циклами и так далее. Там, с маткой, с яичниками, со всем, что касается детородных. Вот, и у мужчины то же самое может быть. Оно рядом здесь. Все. Ну и, кстати, масло вам может помогать. Обращайте внимание на печень. Что здесь делать? Спасают вас фамильяры. Кошачий глаз, что-то собачье. Ну, собачье это у нас всегда Анубис.
А кошачьи это у нас вот эти вот все глазки, да, вот эти вот. Кошкин глаз условно. Может быть и камень кошачий глаз вас каким-то образом может спасать. Фамильяры с вами работают. С вами на связи какой-то важный человек должен выйти или это ваш враг. Ну и ангела-хранителя нужно усиливать. Здесь рекомендую, да, здесь подход какой, делать комплексную чистку и усиливать, именно работать постоянно с защитой. Постоянно укреплять защиту. Почему? Потому что, ну, вас будут пока долбать. Ну, а крадники из глаза нужно тут в этом случае снимать. Буквы Н, Е, Иней, почему-то ознобы тут есть. Буква О, Е тут есть. И может быть какой-то призрак умершего животного или умершего человека оберегает вас. Это тоже тут может быть, потому что призрак здесь, он вас бережет. Это не проявление вашего врага, а это наоборот проявление вашего защитника. Вот эти вот все призраки, они, видите, ней или зен, или иней, или оний, ну, то он тут иной, кстати, тут есть такая комбинация. Он есть иной какой-то ваш иной, да. Иной иней есть ваш ангел-хранитель. Ну, вот такой интересный получился диагностический расклад. Что чувствуете, можете поставить на паузу, какое у вас ощущение переживания. Если есть озноб, если зрение скочит и где-то что-то даже чешется, это вот вам признаки вот этого расклада. Хорошо, движемся с вами дальше, друзья. 24 минуты, да, мы потратили. Ну что ж, значит, надо ускорить немножко, да, сделать быстрее вам ролик этот. Так, ну, убираем этот сад, здесь он нам не нужен. Следующая, змея, гадюка, ну, то, что я говорил, да, это опасность, которая исходит как минимум от женщины. Она внезапная, может быть, у вас война идет с женщиной, враг у вас 99,9% женщина, дама трефовая, кстати, может быть руководительница, дама треф это кто? Это чья-то жена или руководительница, или та, которая управляет ситуацией, да, вот. Может быть ваша начальница, кстати, тоже может быть. Вот смотрите, если вы с ней особенно постоянно там цапаетесь, шипите, или она там, или вы с нее яд сцеживаете, или она на вас свой яд сцеживает. Но во всяком случае это токсичный человек очень. Мужчина будет очень агрессивный, токсичный. Вот так вот. Давайте сюда вложу следующую колоду. Больше нам они не понадобятся. Дорабатывать мы будем только этими картами. Все, это перед вами 7 ваших чакр. Физическое, сексуальное, волевое, сердечное, горловое, эндокринное, когнитивное и астральное тело. Да? Ну, первая карта у вас очень хорошая пока что. Ничего плохого не вижу, но может быть что угодно. Там могут быть рифы, да. Куда-то вы двигаетесь, человек вы достаточно такой решительный, можно сказать. Это вообще карта говорит часто о мужском каком-то проявлении. Ну, как минимум, если вы женщина, у вас хороший такой жесткий характер должен быть. В хорошем смысле слова жесткий характер, ну, такой мужской, да, то есть волевой. То есть вы можете газануть. Дальше. Пепел. Пока не факт, что это что-то плохое, будем смотреть. Но на сексуальной чакре есть пепел. Пепел либо остатки чего-то плохого, либо признаки, да, вот чего-то плохого. Далее идем. Кали. Ну, здесь такая, это ближе к индийской уже, это индийская богиня разрушения, по сути, да, женская энергия. Смотрите, на воле у вас агрессия, то есть страдает печенка, страдает желчный, страдает желудок и кишки. Почему-то у меня такое ощущение, что именно печень и желудок. Кишки я пока не вижу здесь. Печень, желудок, да, кишки нет. Кишки они вот и здесь, ну и печень. Дальше, здесь проблема с семьей у вас. Смотрите, с семьей. Или проблемы именно в семье. То есть, либо вы с какой-то семьей схлестнулись, где женщина, да, враг, либо в вашей семье проблемы. Но проблемы из-за женщины идут. Видите? Причем, если вы женщина, если вы мужчина, проблемы идут из-за женщины. Кали, ну, часто кали, это не только агрессия, это может быть и месть. Поэтому, может быть, мстительная женщина. Я не буду ее сильно показывать, она такая полуоткрытая. Да, я вот так ее, вот так вам покажу. Поэтому, ну вот, пока что так, да. Следующее, смотрим.
На сердце семья. Здесь у вас идет перекресток. Перекресток, он часто о расхождении в чем-то. То есть пока я вижу как минимум старый какой-то конфликт здесь. Вот он, пепел, это старый конфликт. Могут быть проблемы от умершего человека. Особенно если эта женщина умерла. То есть это может быть что-то наследственное пока что. Перекресток часто говорит о женских проявлениях. То есть причина все-таки больше женщина, нежели мужчина. Поэтому если вы мужчина, смотрите, это идет от женщины. А если вы женщина, смотрите, это идет, может быть, от женщины, которая связана с этим мужчиной. Особенно если она жена или мама. Мама может быть и ваша, и род этот ваш может быть. И его род, да. Ну, сейчас уточнять будем. Часы это хроническое, это уже давно у вас. И оно еще может и долго тянуться, и оно может быть в таком, знаете, в тлеющем состоянии, да, то есть оно может проявляться и затихать, проявляться и пропадать. Ну и последнее, видите, и мужчина здесь есть. Здесь негатив связанный. Источник женщина, но распространяется это в конечном итоге и на мужчину. И касается это, скорее всего, семьи вашей. Что это может быть? Что это может быть? Сейчас будем смотреть. Что это может быть? Ну, первое, что мне идет, это родовая программа. По линии все-таки больше женщины. Но у нас начинается с мужчины все и заканчивается мужчиной. Поэтому это что-то именно и мужчина, и женщина. Но ярко выражено здесь женщина. И здесь как будто бы от женщины идет месть для мужчины. Для мужчины это вот вроде бы как вам может мстить женщина, да, то есть, опять-таки, смотрите, мама или женщина, которая имеет, скорее всего, с вами каких-то детей, что-то общее, семью. Может быть такое, что вы долго не можете найти семью, ну, как создать семью. Тут в центре вообще семья. И время долго, и пепел, оно все тленно, и вы стараетесь, но... Поэтому, если вы вышли из одних отношений и не можете попасть в другие, причина женщина, понимаете, да? И если вы мужчина, то же самое, да? Окей, хорошо. Давайте посмотрим, что... Сперва проблемные карты разберем. Посмотрим, что с пеплом здесь. Посмотрим с энергией Кали. Богиня все-таки женских трансформаций. Ну и часы посмотрим. Пока что 3 вот этих карты. Давайте начнем от пепла плясать. Ну, здесь идет инвокация. Ну, что-то не переходит никак из одной фазы в другую, да, что-то как будто бы подселение какое-то, переселение чего-то не происходит. Пепел, да. То есть проблема с переселением энергии, переселением души, да. Вот такое. Буква К здесь имеет значение. Хорошо, дальше идем. На Кали энергия подклада. Подклад идет. Здесь такой еще может быть негатив, что перепутаны семьи, не ваша семья. Если в первом раскладе вы не смотрели, то там может быть судьба украденная. То тут именно подклад как будто бы работает. То есть вид негатива, женщина может делать подклад, женщина может подкладывать ребенка, или может подкладывать, переносить одного ребенка в другую семью. Вот такое идет. Может быть, вы как человек, если вы чувствуете, что вас как бы подменили, да, здесь может быть и как бы и души, да, поменены как бы в одну семью, из одной семьи в другую семью перешли, да, вот такая трансформация как будто бы идет. Тем не менее, пока что здесь идет из вида магии идет подклад. Хронически здесь одержимость. Здесь одержимость, но она со временем, то есть она хроническая. Какое-то хроническое безумие творится здесь. Хорошо, давайте посмотрим, что с этим кораблем. Ну, корабль здесь, мужская энергия здесь в тени. То есть, по сути, источник зла. Здесь не мужчина. Еще раз. Буквы Ж, К, 6 и Y или йота здесь имеют значение. Или У, да, ну У или Y. Y. Мужчина здесь есть, идет сила мужчины, здесь идет тенью. Поэтому женщины, которые не могут найти себе половину в аспекте мужчины, не находят его, расходятся.
постоянно, особенно, ну, если постоянно расходится. Это вот она просто здесь тень это проявляется. Тень медведя, так называемая. Дальше, вот он, ченнелинг. Ну, ченнелинг мы, по сути, сейчас с вами и проходим. Ой, буква R здесь имеет значение. Такое ощущение, что, знаете, как будто бы все-таки ченнелинг это путешествие по пространству идет, по пространству вариантов, да, или с проводником какое-то путешествие идет. И инвокация. У меня такое ощущение, что есть, если с точки зрения негатива на вас еще можно здесь смотреть, что здесь как будто бы ваша душа или ваше тело заблудилось в какой-то чужой семье. Но связано это с женщиной. Пока что такое идет. Лярвы здесь, они идут возле сердца рядом. Но это то, что терзает вас. Буква Z и цифра 3 мешает. Ну, как бы почему-то, видите, мешает. ЖК, РЗ, У. Узреть что-то. Козырь какой-то почему-то идет. Жук, жор, кожура какая-то. Ну и есть здесь проклятие. Смотрите, на мужчине точно есть проклятие здесь. Есть как мужчина проклятый. Это раз. Проклятие идет от женщины. От женщины. Здесь могут быть не только проклятия, еще и подклад. Безумие, одержимость. То есть это вплоть до шизофрении. Вплоть до шизофрении. Могут быть лярвы. Ну, лярвы, они как следствие уже ослабления энергетики, поэтому, скорее всего, здесь как будто бы проклятая душа, особенно у мужчины, и которая либо живет в чужой семье, эта душа, либо она живет в чужом теле. Вот так. Вот такое вот идет. Потому что ченнелинг падает на семью, а ченнелинг это путешествие или блуждание такое, да, вот прохождение чего-то. И здесь у куницы тень каркающего ворона. А я же тебе говорил, а я же тебе говорила, да? И ворон и куница, они каркают, условно говоря, или с хвостом, да, на меч какой-то. Меч это мужской аспект. Вот. Энергия мужчины здесь в тени, а энергия эндокринной системы, химия в перекрестке. То есть тут будут проблемы по-мужски, по-женски, это половые органы. Желудок, кишечник, печень, горло. И голова, безумие. То есть, ну, когнитивные какие-то могут быть отклонения. А виды магии, как минимум, подклад, крадник на именно вот тело и души, да, вот душа, тело поменены местами, одержимость и проклятие. Вот такие вот вещи здесь. Здесь вообще ничего не обсуждается. Здесь нужно работать комплексно тоже. И это совершенно не первый расклад. Это такой... Вот здесь вот страшная ситуация, где вы живете на грани безумия постоянно, где пожинаете плоды либо мести какой-то женщины, либо расплачиваетесь, по сути, за семью, род или целое поколение. Вот таким вот образом. Где мужчина есть тень, а женщина может быть даже само исчадие ада как таковое, да. Ну, вот так может быть в таком. И где безумие и проклятие, и одержимость, да, и подклад, и обмены какие-то нездоровые, да, они по сути так вот переплетаются как в одном клубке, да, вот такое почему-то идет. Поэтому, знаете, как проклятие крысы или проклятие черного кота, черного медведя или тени лося, здесь есть и цифры 2, цифра 3, 6, буквы Ж, К, Р, З и Y или У имеют здесь значение. Ну, также тут и имена могут быть, там, ЖК, да, условно говоря, Евгений, Корж,
жур, кур, да, вот такое, рук, жук, вот, и кража, да, вот это тоже может быть, или кружка. 6, 2, 2, 6, 8 и 12. Цифры здесь имеют значение. Здесь надо работать еще раз, да, вот что делать здесь: и чистки, и отвязки, и многие другие подходы, да, когда ты работаешь именно с проклятием. А с проклятием нужно вообще работать очень аккуратно и смотреть, как реагирует ваше именно здоровье, ваша энергетика. Потому что вы можете быть очень сильным человеком, вот физически сильным, да, а не выдерживать именно на уровне головы, да, то есть разум может не справляться с этим, понимаете, вот таким вот образом. Ну, вот такой вот поток прошел. Что чувствуете, можете поставить на паузу, и мы движемся с вами дальше. Ну и, наверное, я не знаю, может быть, это самый сложный будет сейчас расклад, там где гроб. Хотя пока что второй расклад был достаточно сложный. И смотрели вы первый или второй, или третий, я не знаю. Сейчас будет гробиком, да. Ну, поняли, да, гроб, я уже говорил, что это такое-то проблема одна и та же, или череда проблем повторяющихся, которые порождают усугубляющуюся проблему в любом аспекте, в том числе и в здоровье, и даже здесь может быть опасность для жизни. Особенно актуален расклад для тех, у кого там мрут вокруг родственники или близкие люди, или там гибнут люди. Это тоже гибель, это тоже близко, да, близких к вам людей. Если они прям все гибнут один за другим, то это же тоже не просто так, да. Так, давайте смотреть. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Нас интересует 7 карт. Ну, уже повторюсь. Я повторяюсь, потому что некоторые люди смотрят всего один расклад и первый раз, да, поэтому я повторяюсь. Физическое, сексуальное, волевое, сердечное, горловое или биохимическое, когнитивное или мозги, и тонкий мир или астрал, или... Как же он, господи? Ну, астрал пусть будет. Тонкая энергия. Ментал. Ну, здесь первая карта идет беззаконие. То есть, как минимум, баланса нету. Нету понимания, что происходит. Ну, естественно, если у вас гроб, то вы не понимаете, что делать. Потому что не понимаете, что происходит. То есть, дело ясное, что дело темное. Или такого вы в такое и поверить не можете на самом деле. Потому что часто обращаются люди, которые первый раз с этим сталкиваются, да, и не понимают, что это такое. Ну и да, мы все в что-то не верим до какого-то определенного момента, пока ты не столкнешься с этим, да. И вот здесь та же самая ситуация. Я не понимаю, что происходит, потому что этого не может быть. Этого нет, потому что этого не может быть, да. Дальше. Здесь нам сейчас будут помогать руны. Пока что мы будем смотреть. Может быть, руническая магия вам нужна. Может быть. Может быть, на вас действует руническая магия темной стороной рунической магии. Потому что у рунической магии есть светлая сторона и есть темная сторона. Дальше. Есть дороги опять. Кстати, был перекресток, а здесь дороги. Ну, пока что, если у вас вот просто нету сил идти вперед, то может быть пробой. Посмотрим. Здесь род есть, он может помогать, может против вас быть, но может быть ситуация с родственниками. Вот та ситуация, которую я описываю, что родственники умирают вокруг вас, да, к примеру, да, гроб, род. Ну, либо род вам помогает, либо очень слаб, как говорится. То разное бывает. Бывает, род уничтожают целый. Визуализация. Ну, здесь его мечте, а с другой стороны она на уровне горла. Я не понимаю, что здесь визуализация у вас делает в кадыке. Я бы вам вообще рекомендовал проверить щитовидку, гормоны. Пока что. Или у вас ком в горле стоит. Кирпич, ком. Ну, откуп. Могли не поделить деньги, а вы об этом знаете. Могли не поделить деньги с родственниками. И откуп это... Ну, что такое откуп? Это оплата за что-то. То есть вы либо не рассчитались, либо не поделили деньги. Откуп это часть магического ритуала, да, где вы платите за сам ритуал. Да, вот вы когда входите в ритуал, вы если за него не платите, вы этот ритуал не проходите вообще. То есть ритуалы, которые не оплачены, это все пустота. То есть, обряд, ритуал должен всегда быть оплачен.
или по условиям с дьяволом, или с магом, с которым вы входите в контакт, да, и платите ему, либо по вашей воле. Если это бесплатный ритуал, условно говоря, вы должны оплатить. Здесь вот тот случай, когда ты должен, да, попадаешь. И чем больше ты обрядов, ритуалов делаешь бесплатных, тем больше ты в них запутываешься, и потом ты, ну, как бы ослабляешь себе энергию, по сути, да. Вот этот ком у тебя в горле и стоит. Поэтому, ну, что-то вы кому-то должны. Ну и кошка здесь есть. Но это темные силы здесь, и они на уровне темном. Может быть темная энергия. Сейчас будем разбираться с вами. Значит, смотрите, нам нужны руны. Сейчас мы их будем смотреть. И сейчас мы их будем смотреть. Что скажут руны? Мы как раз вчера с вами делали чистку руническую. Но если вы вчера чистку делали руническую, ну, не берите этот расклад сильно близко к сердцу, потому что после чистки не делают диагностик. Еще раз, все эти обряды, ритуалы, они очень медленные, они не работают мгновенно. И не слушайте никогда, если вам говорят, я тебя почистил, и завтра ты будешь чистый. Нет, такого вообще не бывает. Да, Хагала, здесь разрушение, видите? Просто разрушение. Хорошо. Идем дальше. Что на роду у вас? Что с родом? Открываем. Ну, здесь ос перевернутый. Здесь перевернутая информация о роде вашем. Могут переворачивать род. Здесь могут сводить на нет темными силами. То есть род ваш не поддерживает. И идет темный поток энергии. Вот он, кошка. Здесь кошка, она нехорошая. Вот если первые два расклада кошка хороша, то здесь она не хороша. То есть могут уничтожать ваш род, даже вплоть до того, что на вас может заканчиваться род. Понимаете, да? То есть вы последний представитель рода. Там мужчина или женщина, понимаете, да? Ну, обычно мужчины это больше всего, да, касается. Ну и женщины что же? Там. Давайте, что с этим котом? Дорога закрыта. Видите, все руны перевернутые прямо выпадают. Соответственно же энергия у вас перевернутая, вот эта тонкая. Ну сейчас давайте смотреть, что за беззаконие. Может быть очень какой-то сильный конфликт с родственниками у вас. Тоже здесь оно может быть. Здесь тогда родственники против вас, да, видите, ос перевернутый. Это у вас творится беззаконие, получается. Маннас, это ваша личность, ваш союз. Вы с кем-то либо поссорились и вам ударили вниз, вам ударили, извините, в пах, да, то есть как, ну, как говорится, ударить по яйцам, да, вот. Вас останавливают, полностью останавливают. Смотрите, удар идет в пах, это паховая карта, ну, чакра. Вот эта дорога, когда бьешь в пах врага, да, ты не идешь по дороге уже, да, то есть вот дорогой вам дорогу, путь, направление перекрывают. То есть вас, по сути, останавливают. Либо родственники, либо останавливают ваш род. Причина? Давайте смотреть. Причина. Пока или высшие силы, или с кем-то важным вы цапнулись. Причина здесь и светлая, и темная. Эйвас, он такой, он граничит и с высшими силами, и с нижними. Кто-то посредине, кто-то земной. Кто-то посредине, между, да. Какой-то посредник. Может быть, вы какому-то магу, я не знаю уже, посредник это маг, посредник это жрец, посредник это там служитель церкви, да, какому-то магу или служителю, жрецу, да, условно говоря, давайте назовем его жрецом, потому что это жрецовая руна вообще, руна жрецов. Они работают этой руной. Может быть, вы что-то должны жрецу, да, и он останавливает вас, останавливает род, выживает. То есть у вас очень серьезный противник, да, или серьезный родственник, или серьезный жрец. Может быть родственник, жрец, да, он похож на священника, ваш родственник, родственница, да, может родственница ведьма, такой тоже может быть. Давайте, что тут визуализация, может вы этого человека видели или знаете. Исса. Исса это интуиция вам может подсказать только.
Видите вы его, вряд ли видели, но, может быть, вы его видели через лед, через стекло какое-то, или через зеркало. Но это больше лед, стекло, мутное стекло. То есть вы его, если видите, вы его плохо видите. Может быть, видели один раз всего. Что с откупом? Давайте смотреть, что куда платить вам, не платить. Ну, платить здесь по-любому придется. То есть все будет оплачено рано или поздно. Вопрос только чем, деньгами или чем-то другим. А здесь мешок, и мешок открытый. И это как выход из магии, а здесь ловушка. Это вообще вот так успех, вот так не успех. Вообще это больше руна женская. То есть, если платить кому, то платить женщине. Слышите, да? То есть, женщине платить. Но, может быть, вы женщина, и вам надо просто платить, понимаете, да? Это раз. Потом откуп — это есть выход из ситуации. Это откуп — это и есть успех. По сути, вот здесь, ну, как бы деньги, как бы, это выход из ситуации, да, то есть, или вопрос в конечном итоге в деньгах, в деньги упирается, или в откуп упирается, да. То есть, по сути, здесь проблемы, они связаны с родом, с родственниками. Вот так вот у вас идет. Где либо кто-то из родственников очень против вас и прямо, ну, сводит вас на нет. Либо какой-то маг-колдун против вас ведет борьбу, уничтожая вас, не давая вам ни движения ни вперед, не давая вам жизни. Вообще, вам жизнь останавливают, да. Проявлениями у вас могут быть проблемы на дороге, в пути, с опорно-двигательным аппаратом могут быть проблемы. Проблемы с законом могут быть. Вас могут избивать. Вас могут бить и в солнечное сплетение, и в пах, да, вот паховый удар, солнечное сплетение, удар, перевернутая руна. По тонкому миру могут бить, по физическому миру бить, то есть бьют со всех сторон. Тут же как бы куча разных мелких проблем порождает одну большую. Но и суть выхода из ситуации у вас — это откуп. У вас вот прогресс личности, убрав все дегенеративные руны, да, вот такие, которые мешают, да, остается только одна руна с позитивной картой всего-навсего. То есть, по сути, вам придется рассчитаться за что-то деньгами и, ну, может быть, да, преодолеть какого-то одного злодея, мага другим злодеем, ну, другим не злодеем магом, да, более каким-то не злодейским способом. Но, скорее всего, все-таки по магии, потому что это именно женская магия, по сути. Магическим способом через откуп. Болевые точки у вас, еще раз, это пах, живот, сердце, горло, тонкий мир. Ну и физический мир, но он с обстоятельствами у вас связанный. Ну и тут что делать? Тут и то же самое, что и в первом случае, да. Да и во втором там тоже комплексный вариант. Но тут нужно пробовать вообще перебить силу того человека, который идет на вас темной силой темных богов, да, вот это темная сила темных богов, или задействует против вас силу рода, темную силу рода. Тут против вас еще могут быть члены семьи, которые или вместе сообща делают какую-то гадость на физическом уровне и на тонком уровне, или, ну, каждый отдельно делает какую-то гадость. Поэтому тут нужно, знаете, как работать, блокировать. То есть эта работа, это откуп, он такой, знаете, откуп в рассрочку, долгая работа, долгое очищение, долгое избавление, долгое искупление. Но и грехов тут у вас должно быть тоже много. То есть это вам сыпется не просто так. То есть вы, по идее, должны знать, за что вам это сыпется. То есть, да, за что это беззаконие? Потому что вы когда-то это беззаконие учудили, да. Ну, мы все можем ошибаться, да, но есть люди, которые делают выводы из ошибок, а есть, которые не делают. Вот вы, может быть, и делаете вывод, да, и вот сейчас у вас идет период прозрения. Не на этом раскладе, он уже начался раньше. Просто здесь у вас определенная стадия, да, где вы видите там определенные карты и понимаете, что происходит. То есть вы начинаете собирать для себя вот некий алгоритм для своей личности, а как оно может быть дальше, да. То есть вы понимаете, что рано или поздно вам придется, ну, искупать этот грех, да, то есть, ну, вину, да, откупаться. Ну, или отбывать наказание, да, по беспределу, да, или беззаконие — это же беспредел, да, или беспредел хаоса, тьмы, да, вот таким образом. Рекомендую вам, кстати, проверить щитовидку, рекомендую вам проверить сердце, рекомендую вам проверить все, что ниже пояса.
Ну а если страдаете запорами, именно вот проблемами модификации, ну это уже просто идет как следствие всего, что у вас. Поэтому здесь у вас очень жесткий должок родственникам, роду или какому-то магу, который может действовать по заказу рода, или просто вот что-то вы ему должны. Настоящие видео вы можете смотреть в записи, не только сегодня, да, если в день, который вы его первый раз увидели, да, но если вы в записи через год, через два его посмотрели, здесь разницы нет, главное, чтобы вы чувствовали это или нет, да, насколько вам резонирует. Ну и подсказка вам в этой ситуации. Ну, смотрите, обратите внимание на шум в ушах. На шум в ушах и обратите внимание на вашу вообще работоспособность. Ну и буква Ш, ща и пчелы имеют какое-то значение в этом всем. Возможно, это воск, а возможно, это просто ваши усилия и труд по преодолению этих проблем. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. И допустим, любая одержимость, которая шумит у вас в ушах, поможет вам высшим силам и вам преодолеть любое проклятие, и все лярвы или какие-нибудь другие проблемы в вашем мире отпадут, уйдут и згинуть навсегда, а ви будете жити довго і щасливо. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіт, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви, пам'ятайте, що все буде добре. От побачите. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.